Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 14 марта, вторник, и мы с вами проводим промежуточный выпуск. Я напомню, что с понедельника по четверг у нас промежуточные выпуски, в пятницу ответы на вопросы, а в воскресенье итоги недели с Сергеем Жирновым. Также хочу вам напомнить, что в описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon. Подписывайтесь, задавайте вопросы. В Patreon я отвечаю практически на все заданные вопросы, потому что в основном канале у нас нет возможности ответить на все вопросы. Вопросов уж очень много. Там бывает более 700 вопросов. Соответственно, конечно, на все вопросы нет возможности ответить. В Patreon отвечаю на все вопросы. Ну, а заодно это поддержка. Так, большое спасибо всем нашим зрителям и слушателям за то, что вы ставите нам лайки и пишите комментарии. Это я так напоминаю и слегка намекаю на то, что хорошо бы нас поддержать лайком или комментарием. Россия приняла решение продлить зерновую сделку, но только на 60 дней. Какой смысл в этом? Ну, многие ищут смысл в том, что хотят поддержать Эрдогана якобы подобным решением. Дать возможность Эрдогану переизбраться, что якобы Эрдоган повлиял на сделку. Нет, решение гораздо прозаичнее. Если Россия не поддержит сделку, сделка будет проходить вне желания России и вне советов с Россией. Доигрались до тех пор, что уже не сильно большое внимание уделяют решениям российского руководства насчет продления зерновой сделки. То есть фактически российское руководство стоит перед таким нехитрым выбором. Либо соглашаемся по факту на зерновую сделку, либо нас никто не спрашивает, и зерновую сделку продляют. Я напомню, что 60 дней – это не тот срок, на который должна была быть продлена зерновая сделка, но решение российского руководства таково, что надо как-то отреагировать, нельзя соглашаться, якобы, нельзя соглашаться полностью на весь срок, вот сделаем так, чтобы якобы и лицо сохранить, и показать всему миру свое большое фи. Я думаю, что миру уже не сильно интересно. Зерновая сделка будет продлена, и это самое главное. Насчет Эрдогана. Путину глубоко плевать, будет ли переизбран Эрдоган. Эрдоган в последнее время совершенно не помогает российскому руководству. После того, как руководство Соединенных Штатов надавило на Эрдогана, Турция перестала в полной мере помогать России с обходом санкций, которые были наложены Западом на Россию после начала войны. Все больше и больше США заинтересовано в том, чтобы ограничить Россию максимум, по крайней мере, в рамках тех санкций, которые наложены, закрыть все возможные лазейки для обхода этих санкций. Сейчас идет довольно значительное давление на Турцию, будет давление на другие страны. Мы знаем, что на Грузию оказали довольно существенное давление. И во время поездки в США президента Грузии Зурабишвили ей прямым текстом сказали, что баловаться не стоит. Если уж мы чего решили, то надо доводить эти дела до конца. Спорить и ссориться с американцами готовы немногие, готовы в какой-то степени Иран. Посмотрим, будут ли готовы китайские товарищи противостоять решениям США. Декларирую, что в какой-то мере, в какой-то степени будут готовы. Но опять-таки это декларации. Мы понимаем, что Китай никогда не принимает скоропалительных решений. Мы понимаем, что Китай никогда не идет на поводу первой эмоции, первой реакции. Китай всегда идет размеренно. Китай всегда играет в долгу и всегда идет к своей цели, иногда даже тысячелетиями. То есть рассчитывать на то, что будет какой-то ленд-лиз, как мечтает некто, не хочу называть его имя, но вы все прекрасно знаете, этого ультрапатриотического блогера, не хочу называть имя из-за рекламы, чтобы не рекламировать его лишний раз. Но не будет никакого ленд-лиза. Не будет, это однозначно. Китай может пойти на какие-то формы сотрудничества
возможно, в обходе, возможно, с помощью обойти санкции. Возможно, но тоже далеко не предопределено. И опять-таки, какие санкции? Скорее всего, это будет помощь в финансовом секторе. Конечно, это будет определенная помощь, если так можно сказать. Китай будет бесплатно практически, ну или по себестоимости получать нефть и газ с территории России. Извините. Как это будет отражаться на российской экономике? Ну, только в худшую сторону. Китай никогда не будет помогать России в ущерб своим интересам. Интересы России для Китая абсолютно несущественны и абсолютно незначительны. Так, давайте перейдем немножко к другим событиям, потому что сегодня еще были интересны. Итак, командующий объединенной группировкой войск Армении и России отправлен в отставку. Это указ президента Армении. Сегодня президент Армении также высказался очень интересно. Он сказал, что АДКБ уходит из Армении. Ну да, мы понимаем, некая хитрость, игра слов. Не Армения уходит из АДКБ, а АДКБ уходит из Армении. Это однозначный намек, очень прозрачный и очень такой резкий в сторону российского руководства. Я напомню, что вот буквально только что Путин разговаривал по телефону с Пашиняном, и такие высказывания Пашиняна, безусловно, навеяны этим разговором. То есть Путин не может ничего доступного и достойного предложить Армении в плане АДКБ, в плане защиты, в плане военного зонтика, и мы понимаем, что Армения в этом году, скорее всего, по крайней мере, планы именно таковы, выйдет из АДКБ. Скорее всего, и планы именно таковы. Мы понимаем, что с выходом Армении из АДКБ на АДКБ можно ставить большой и жирный крест. Это то, что касается АДКБ. Теперь давайте поговорим немножко про НАТО. Венгрия отличилась очередной раз. Орбан, как всегда, играет на поле Путина и играет в его сторону. Дает интересные пасы, делает интересные пассажи. Вот, Венгрия намерена отложить голосование в парламенте по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО. Извиняюсь. Посмотрим, как отреагируют другие страны НАТО, как отреагирует Евросоюз на подобные выходки, довольно дерзкие. Понятно, да, что мы с вами, опять-таки, неоднократно об этом говорили. Орбан играет за Путина. Играет явно, на Орбана огромное количество компромата, его связи с солнцевской преступной группировкой, которая сотрудничает с российским руководством, которая находится под колпаком российских спецслужб и действует в их парадигме. Мы это все знаем и понимаем, и об этом говорили не раз. Орбан является агентом, он имеет оперативный псевдоним Вагур. Опять-таки не раз об этом говорили, и Орбана, уверен, ждет расплата за его деяния в пользу преступника российского президента. И еще раз вернемся ко второй волне мобилизации. Дмитрий Песков заявил изданию, даже не буду говорить издание кремлевское, о том, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается. Я напомню, что Песков за 3 дня до начала мобилизации, той самой 21 сентября 2022 года, ровно за 3 дня, говорил, что мобилизация не обсуждается. Я не говорю, что сейчас пройдет ровно 3 дня и будет новая волна мобилизации, но Песков говорит всегда диаметрально наоборот. Так, мы с вами уже почти 10 минут в эфире. Основные темы на сегодня обсудили. То, что не обсудили, мы с вами обсудим завтра и у нас в телеграм-канале, потому что основные материалы у нас, конечно, выходят в телеграм-канале. Генерал СВР, я уверен, вы об этом прекрасно знаете. И завтра тоже будет, как всегда, интересный материал. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Я уверен, что вы об этом прекрасно знаете. Но никогда не устану вам об этом напоминать.
Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.